Что было бы, если бы все основные игровые страны в Хойке пошли по пути фашизма? У нас образовался бы один большой альянс, или же было бы множество мелких, которые воевали друг с другом? Думаю, вы задавались этим вопросом, и сегодня мы с вами на это посмотрим. В своих правилах игры я все возможные страны отправил на путь фашизма, притом порой даже альтернативного, чтобы они создавали свои уникальные альянсы. Я отрубил исторический фокус для ИИ, так как он нам здесь не нужен. Надеюсь, выйдет интересный эксперимент, и мы посмотрим на необычный и активно развивающийся мир. И да, многие меня спрашивают, я играю в официальную версию Хойки. Да, в Steam она дорогая и стоит почти 700 рублей, но вы можете сэкономить и купить ее всего за 190. Притом это официальный ключ, который покупается у разработчиков, и найти его вы можете у спонсора данного ролика, магазина игровых ключей Soulsbuy. Достаточно давно мы уже сотрудничаем с этим магазином, многие мои зрители там уже закупались и могут подтвердить, что магазин рабочий и позволит вам сэкономить на покупке той игры, которую вы так сильно хотите. А если вы хотите еще и меня поддержать, то обязательно переходите по ссылке в описании, зацените магазин, подыщите для себя интересные игрушки и приобретите. Кроме того, если будет большая активность, то от Soulsbuy будет больше розыгрышей. Кстати, здесь вы видите результаты прошлого. Вот он тот счастливчик, который получает ключик Hearts of Iron 4. Хотите больше подобных розыгрышей? Тогда поддерживайте меня и переходите по ссылке. А теперь к ролику. Ну что, делайте свои ставки, как будет мир развиваться, что и как случится. И создастся ли единый и сильный альянс фашистов, или же они начнут воевать друг против друга, выясняя, кто сильнее. Ну и да, конечно же, посмотрим, как Советский Союз будет выживать в этой вакханалии. Он единственный коммунист, он такой самый сильный. И никто по пути коммунизма из них не пойдет уж точно. Посмотрим, что из этого выйдет. Ухожу в обзор. Все. Теперь мы с вами просто наблюдаем за этим прекрасным миром. Вот уже и пошли отличия, давайте посмотрим на французов, они восстанавливают национальный блок. Британия же в это время идет в шествие чернорубашечников. Да, в скором времени они будут их организовывать, эти шествия. И вопрос на самом деле, как они смогут мирно привести к власти фашизм, либо же через гражданку. Да, посмотрите, что Британия делает, выступает с речью против Германии. Они прям сразу же решили по максимуму пойти, стабильно себе забафать, чтобы потом уже в регионах прожимать решения. Молодцы. То есть у нас уже как минимум Британия и Германия, скорее всего, в одном альянсе не будут. А в Испании у нас гражданка, но гражданка какая-то слабоватая. Я выставил, что там должен Франко побеждать, но, как ты знаешь, даже хуже обычного вылезла. Британия просто какая-то сверхвезучая, у нее уже поддержка 35%, между прочим. Прошло совсем чуть-чуть времени, она недавно взяла фокус, и стапка при этом 84. Я так понимаю, у нее вообще рандома нет на то, что здесь негатив вылезет с большой стапкой. Потому что как она так бафнула, это, конечно, вопрос. Но это яишка. Ему всегда подписывают хороший шанс. Чехословакия в марте 37-го идет по пути умиротворения Германии и в скором времени передаст Судетскую область. А потом еще и на марионетку пойдет. Это будет интересно. Я надеюсь, что они все же выйдут через чешский фашизм и просто выйдут в партнерство. Ну, как-то марионеткой становиться это слишком. Хотя, бесчестие прежде смерти, может быть, они пойдут и по этому пути. Америка молодец, пошла по восстановлению золотого стандарта. Теперь Америка прежде всего. Поздравьте нас, 25 мая 1937 года в Британии мирным путем пришел всеми вами любимый Освальд. Притом у них стабильность 83 до сих пор. Я просто удивлен. Если самостоятельно приходить к этому, то уйдет немало стапки на самом деле. А здесь все хорошо, все спокойно. И да здравствует Британская империя. Ух ты, посмотрите, как Китай отдал территории Японии. Они решили отступить и не воевать здесь. Хотя Япония следом, как видите, оправдывает войну, и через 230 дней все равно начнется противостояние. Хотя тут вопрос, что Манчжоу Го за это время сделает. Оно пошло по пути напористости. И Китай объявляет войну. Вот почему Китай отдал территорию. Он хочет клики под себя другие подсобирать и за это время укрепиться и надеяться победить. Ну, не знаю. Возможно, справиться. Простите, что это такое? У Турции 2000 политической власти. А это легально вообще? То есть у всех стран ее более-менее нормально. И Турция такая за 2000 просто. Она улучшается всеми отношениями. У нее минуса за задолженности, за все остальное, но у нее 2000 политики и заполненный кабинет министров. Я сначала подумал, откуда это, но Турция, вам прописали читы. Посмотрите на эту маленькую Чехословакию, которая отдала мирно немцам Судеты. Мирненько кормят немцев. На дворе март 1938 года, и Япония пошла на Китай.
При этом Китай за это время вообще не продавил Шаньси, и более того, в Гуанчжийской клике он тоже застрял и ничего не сделал. Хотя мне интересно, знаете что? А Япония напала чисто на Китай, да? Не, ну тогда на самом... О-хо-хо-хо-хо-хо! Шаньси в японский альянс залетел. Я так понимаю, Гуанчжийская тоже туда зайдет, да, со временем? Китай еще и ком Китая войну объявил. Ну да, Гуанчжийская сюда, а ком Китай? Я надеюсь, ком Китай не присоединится к японскому альянсу, а то это будет вообще очень жирно. Да, в итоге Китай хотел обыграть японцев, но походу обыграли его. На дворе 25 июня 1938 года, и Франция объявляет войну Британской империи. Серьезно, французы самостоятельно решили объявить войну британцам. Не, ну они, конечно, молодцы. Это у них сейчас такой огромнейший фронт в Африке, где они проигрывают. Штаты объявили войну Британии. Серьезно? Штаты... Войну Британии. Интересно, то есть и Штаты, и Франция решили сместить, видимо, Британию, победить ее прямо при старте. Интересный расклад. То есть уже вот середина 1938 года, у нас тут творится очень много всего интересного в мире. Я сомневаюсь, что они в Британию хоть вообще высадятся, и я надеюсь, что Британия не будет сильно... О, нет, смотри, как она хорошо высадилась. Ох, красавцы, британцы, британцы. Развивайте атаку. Здесь у французов не так много дивизий, притом они... Сами высадку готовят, это вот сейчас если блок окружить, и все, Франция потеряет где-то 10 дивизий. Хотя то, как воюют британцы, это да, это отдельный разговор, они себя ведут очень странно. Вопрос знаете в чем? А согласится ли Италия на союз? Если да, то Франция тогда явно будет не до чего-то интересного. Давайте стремление к союзу с Италией. Да, Италия вступилась в эту войну. Ох, неплохо, неплохо. У нас выходят теперь союзники, в которых Италия и Британия. Они воюют против Франции и Америки. Гитлер, видимо, сидит такой и думает, да, интересный мир. А блок взаимопомощи, кстати, у Китая. А с кем у тебя альянс? Ни с кем, ты просто в одиночку против всего Китая, я понял. Чисто так в одиночку, не с Советским Союзом объединиться, а свой альянс и против всего Китая пытаться держаться. Ну, удачи тебе в этом, удачи. Вы просто посмотрите на эту красоту. Британцы взяли Брест, французы прорываются, и посмотрите на уровень капитуляции Франции. Все, совсем чуть-чуть. Еще 5%. У них просто 0 ставки, 0 политики, и я вообще не знаю, что они делают, зачем они ввязались в это противостояние. Они ведь реально сейчас еще чуть-чуть и капитулируют. Ну а Франко, кстати, выигрывает, несмотря на все, вроде бы, на то, что было тяжко, сложно, но он реально одерживает верх. Кстати... Португалия тоже вступилась, и она помогает испанцам. Ох, красиво, они реально приняли участие в этой войне в заварушке. А вот сейчас вот, конечно, неожиданно. Франция вступилась в ось. Италия явно такое... Да, она не ждала, у них границы вообще с Германией пустые. Ох, нет. Если бы они успели встать по границам, то они бы вполне себе сдержали атаку немцев. Но сейчас здесь творится просто какая-то жесть. Ну, хотя, знаешь, Францию капитулировать... Вот они не успели Францию капитулировать. Вот 2% с нас. Если бы они это сделали, то все. Британия и Италия стали бы... Во. Пораньше бы, до того, как он вступился в этот альянс. Сейчас им будет очень тяжко удержать. Тут уже очень много немецких дивизий. А было бы красиво победа Италии и Британии. А так, я прям даже не знаю, кто кого. У них еще и война в Африке активно терялась. Просто зачем захватывать самостоятельно Францию, когда можно ее в союзники, да, взять? Кстати, туда вступилась, как видите, Болгария, и да. Чехия просто перестала существовать. Они марионетками стали. Понимаю. Зачем самостоятельно идти в фашизм, как я вам сказал? Они просто подчинились. И как вы, наверное, ожидали, Муссолини портит всю малину и сливает такие хорошие территории. Он и в Истрии котел допустил, так еще и здесь по реке не смог продержать оборону, в горах притом. Сейчас тут Германия просто прорвется, капитулирует, дойдет до Рима. И тогда Британия уже не выстоит. Почти сразу же гражданка в Америке. Здесь у нас лоялисты основной силой являются. Давайте посмотрим, что по войскам. У нас здесь выходит огромнейшая промышленность 59 дивизий. А здесь у нас с вами дивизий, кстати, тоже немало. Хотя, да, не так уж и много, как могло быть. И всего 24 дивизии и никакой промышленности. Но тут сейчас криптово должно вроде как регионы отдаваться, поэтому посмотрим. Да-да-да, пошло. Новые регионы, но знаете, в чем проблема?
Регионы-то отдаются, а дивизии особо больше не становится. Кроме того, здесь уже дивизии противника, которые сейчас будут все это отхватывать. Ну, я так понимаю, что лоялисты здесь у власти-то и останутся. И в ось, кстати, вступилась еще и мексиканская хунта. Между прочим, я раньше это не заметил, но посмотрите, да, что-то как-то британско-итальянский альянс очень слабо выглядит. Я даже не знаю, где тут Турция, где тут Греция. Почему тут еще Португалия до сих пор не вышла на союз с Италией, они бы сейчас очень сильно помогли. 7 февраля 1939 года, посмотрите-ка, коммунистический Китай смог по миру забрать несколько регионов, правда, не дожал он самый важный вот этот регион на 55 миллионов. Взял достаточно бедненькие по народу, а японцы побережье забрали и в основном марионеток наделали, с той лишь разницей, что, да, часть клик не японская, а просто союзнические. Но ничего, японцы справились уже в 1939 год, а они представляют себе достаточно грозную силу. Если они сейчас пойдут на союзников, либо же на ось, то доставят проблем что тому, что другому альянсу. Дучи еще больше себя закапывает, он взял и объявил войну Югославии. В итоге вступилась и Югославия, и Румыния, и все они вошли в ось. Да, не хватало им проблем, держите еще одну. Ну, Албанию они явно не удержат, зачем они только сюда свои войска привели, вопрос хороший. Хотя, смотрите, для веселья в Югославии здесь восстание, молодой Петр. Да, и куда он? А, в союзнике, неплохо. Оказывается, у Муссолини был хоть какой-то план, он даже смог отодвинуть фронт немного таким резким восстанием, но... А вот это, кстати, неожиданно, лоялисты решили поддержать британцев, в то время как война осталась только у конституционалистов. Неплохо, у Британии вполне есть шансы победить ось. У нас получается Британия, Италия и Америка против Германии, Франции, Балкан, ну еще и Мексики. Интересная заварушка. Япония пошла на ком Китай, они вроде бы надеялись выжить, но нет. Сомневаюсь, что японцы им дадут хоть какой-то шанс, призовут сейчас всех союзников и все. Мао, прощай. В это время в Европе Франция и Германия устраивают камбэк, выкидывают британцев и итальянцев, а Испания, коммунистическая, между прочим, взяла реально инициативу в свои руки и выдавливает Франко и Португалию. Я вот не ставил на них, а оказывается, они почти победили уже. Если только не вступится какая-то из сторон в альянс, тогда все будет однозначно, испанцы, демократы, коммунисты победят. 10 июля 1939 года лоялисты разобрались у себя на родине и вступились в битву против мексиканской хунты, которая, между прочим, решила пойти на Гватемалу и Гондурас, и, как я вижу, она от них отхватывает. Ну что ж, Америка, видимо, будет под лоялистами. Просто посмотрите сейчас на экран и удивитесь, как Муссолини смог все проиграть. Да, он уже потерял гены, его разделили на два фронта, и со временем немец победит когда-то своего друга, а теперь врага. Видимо, немец при любом раскладе подчинит под себя весь вот континент сухопутный, а дальше высадки он явно не сможет, потому что итальянский флот, что британский, что американские уж явно смогут противостоять против флота Германии и Франции. Хотя, кто их знает, мало ли они какой-нибудь неожиданный камбэк сделают, как, например, испанцы здесь. Посмотрите, они реально ведь все почти добили. Они даже Португалию сейчас под свой контроль захватят. И это было реально неожиданно. Но они усиливают антифашистскую коалицию, и, видимо, через время они объединятся вместе с Советским Союзом и будут вместе противостоять против оси. Кстати, Польша уже укрепляет власть, она идет фашизм, и вопрос, с кем она будет в альянсе. С Британией, либо же с Германией. Ну а на фоне вы видите, как идут бои за Рим. Надо бы переключиться, наверное, за Германию. Да, тут у него все хорошо. Он, смотри, как идеально продавливает. Это с учетом того, что атака у него не очень агрессивна. Есть места, куда он еще может залететь и атаковать. А он так аккуратненько дает еще шансы противнику. Но я не думаю, что Муссолини эти шансы хоть что-то дадут. Миллион потерь. Кстати, по потерям они были наравне, но вот сейчас именно из-за того, что там котлы закрывают, уже за 2 миллиона переваливают. Хотя по промке они равны. И все. Испания победила 2 октября 1939. А, подожди, а с Португалией просто скриптовый мир? Серьезно? Вот повезло по Португалии на самом деле, это очень грустно. Да, они в альянс с Советами, они даже марионеткой Советского Союза стали. Но грустно, что Португалию под себя не подмяли, тогда бы Советский Союз получил, между прочим, неплохую такую промышленность еще, так и плацдарм более уверенный. В Индии начинается война Индии против Индии. Здесь у нас с вами нейтралитет, здесь фашизм. А в Японии в это время, посмотрите, да, Китайская империя, они победили Мао. И, между прочим, Япония отправила добровольцев
к лоялистам. И, конечно же, в Индии теперь у нас есть и ось, и союзники. В союзники вошла нейтральная Индия, а в ось вошла фашистская Индия. Даже здесь они нашли повод посражаться друг против друга. На мировой арене появилась Греция, и давайте угадаем, в какой альянс она вступит. Мне тут показывает, что они готовы вступить в альянс с Японией. Но Япония что-то не зазывает самостоятельно. А было бы неплохо, знаешь ли, плацдарм в Европе японцам заиметь и потом тоже третьей стороной побыть так в этом конфликте. Но нет. Ровно то же самое может сказать о Венгрии. Хотел сказать я, но нет, Венгрия вступилась в союзники. Неожиданно, вы посмотрите просто. Венгрия решила просто камбэкнуть и уйти за британцев. Вот это здрасте. И Польша, между прочим, тоже вступилась к союзникам. Ох, те ж. Вот это неожиданно. Они пока не воюют, да, друг с другом, но это очень рискованно. Они поздно это сделали, и, конечно, здесь сейчас высадка британцев, вроде как они что-то могут, но фронт очень широкий, да. Зря это сделали, вы посмотрите, просто немец такой, ну, наконец-то можно поделить Польшу, притом без особых проблем. И Греция все-таки присоединилась к оси. Понятно. А я надеюсь, что он нападет на альянс Италии, вроде как путь был на это, но нет. И, в общем, вот такая вот у нас сейчас карта мира, посмотрите. Ось, здесь Коминтерн окружают ось со всех сторон, союзники в виде Венгрии, Польши, Италии, которые еще островок, есть британские высадки, которые в целом себя неплохо показывают. Они, кстати, разобрались с Ирландией, и в Африке они почти полностью ось выгнали, так что в скором времени они отсюда силы перебросят. Надеюсь, американцы разберутся с Мексикой, и тогда здесь тоже много дивизий освободится, они смогут переправить все это в Европу, и там явно будет веселее. В Индии тоже победили союзники. Ну и да, тут еще остаются неизвестные страны. Это Турция, куда она пойдет. Это Единая Канада, это Нидерланды, Португалия, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка. То еще достаточно много стран, которые изначально были поставлены на путь фашизма. Но вопрос, кого же они из этих гигантов поддержат. На данный момент сейчас очень хорошо себя чувствует японская сфера сопроцветания. Они просто подмяли весь Китай и ни с кем особо не воюют и чувствуют себя прекрасно. Оси союзники в целом с переменным успехом то те, то другие. Но на данный момент союзники чувствуют себя хуже. Хоть у них и больше стран, но вот это вот вступление очень не вовремя подобьет их силу. И кроме того, реально укрепит Германию, которая уже Италию под свой контроль взяла. Сейчас еще Польшу возьмет. Хотя у них еще годик с небольшим, и придется с Советским Союзом что-то решать. Так что я бы не сказал, что все так легко. Тут очень много будет зависеть от Коминтерна, да и вообще от деятельности искусственного интеллекта. Надеюсь, вам эта серия понравилась. Если так, то поддержите ее своими лайками, оставляйте комментарии, жмякайте на колокольчик. И всем до скорых встреч в новых роликах.